Друзья, всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Виктория. Сегодня я расскажу про парфюмы, которые я купила под влиянием YouTube. Я очень сомневаюсь, что они в другом каком-то случае появились у меня в коллекции, если бы не куча отзывов на YouTube, подкрепленный фрагрантикой. Но хочу заметить, если вы когда-то покупали парфюмы, потому что вам посоветовал блогер, это оказалась полная фигня, носить невозможно, а он так хвалил, или она... Друзья, мы все в этой круговой поруке, и я тоже. Я вообще должна признаться, что до того, как я завела свой канал, я никогда не покупала парфюмы, никогда под влиянием YouTube. Это произошло только после того, как я завела свой блог. Давайте начнем в хронологическом порядке. И начну вот с этого аромата. Я уже о нем рассказывала. L'Instant Magique от Guerlain. Когда я увлеклась Герленом, я, конечно же, стала натыкаться на отзывы об этом аромате. Но в тот период его сняли с производства, а новый флакон его еще не выпустили. Вот этот вот, он у меня есть. Его еще не выпустили. У меня теперь, видите, сколько богатства. В общем, но так его нахваливали. Ну просто так все им восхищались. И я вот... как одержимая искала этот аромат с рук, хоть сколько-нибудь вслепую. И я была готова, наверное, заплатить любые деньги. Но мне повезло, он стоил недорого. Девушка, которая мне его продала, мне кажется, он ей не нравился, потому что она как-то очень быстро взяла у меня деньги и побежала. Мне кажется, она боялась, что я передумаю, что я его попробую и передумаю. Но нет, конечно же, я его купила, чему я очень-очень рада. Не могу вам сказать про конкретного блогера, который мне нахваливал этот аромат, и я взяла. Это было много разных блогеров, потому что аромат, довольно известный. Я очень рада, что его перевыпустили, и теперь его не нужно искать с собаками по всем городам, можно легко зайти в магазин, попробовать и решить. Вот, это потрясающая пудра. Я зачем-то его поставила, так у меня кот сейчас грызет штатив. Максик, не надо грызть штатив, это лишнее. Это пудра, это миндаль, немножечко цианидный, немножечко зеленый, ваниль фирменная, герленовская. Она, вот когда мы говорим фирменная герленовская, это значит, что она и вроде и не кондитерская, но я вот не слышу тут, допустим, горчинки мадагаскарской ванили, бурбонской. Это какая-то вот реально лично Герлена самого вырастил собственными руками. В общем, вот неповторимая герленовская ваниль. И в начале тут есть такие свежие ноты бергамота. Аромат для меня про чистоту, аромат ухоженной женщины, аромат только что как из спа-салона. Очень-очень хороший, красивый такой. И на каждый день подойдет. Главное не переборщить. Так, давайте продолжим Герленом. Это тот же вариант. Это Шалимар Суфль. Я очень хотела в коллекцию Шалимар, но я тогда классически не могла на себе носить. Сейчас вполне себе. Но вот тогда решила, что Суфль это будет то, что нужно, но... я его даже не тестила. Я его просто заказала вслепую, помню тогда на Натино. И в принципе, вот то, что я слышала в отзывах, тем он и оказался. Это такой цитрусовый, апельсиновый, даже скорее такой сладкий цитрус-десерт, суфле сливочное, нежное, такое как вот взбитое облачко, какое-то немножечко со сливочными оттенками, с бисквитными, но на такой древесно-ванильной подложке. То есть дерево тут такое уже более серьезное, да? Это не сказать, что какой-то десертный аромат. Он все-таки больше такой древесно-ванильный, с оттенками цитрусов. Ну что, Максик? Ну что, мой сладенький? Ну что, мой котик любимый? Ну что, друзья, я же вам 100 лет не показывала Макса. Ну вы посмотрите, какой большой парень вырос. Ну он такой огромный, вы не представляете. Ой, бегаешь, что-то ищешь тут. Друзья, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал.
Я туда дублирую все видео, рассказываю про жизнь в Испании, про жизнь с котами и, конечно же, про парфюмерию более оперативно, про новинки, что узнала, что унюхала, услышала. Пойдем по брендам. Нарцисса Родригес Фохио. Я вообще долгое время ходила мимо Нарцисса Родригесов. Я подходила к этому стенду, я не слышала никакого мускуса. Мне казалось, ну, какой-то люксовый такой бренд, какой-то проходной. Вот клянусь вам, так я и думала. Ничего особенного. Я вообще, когда, так сказать, я завела блог, и я стала очень много изучать люкс. До этого я, не знаю, лет 5, наверное, 6 только нишу исследовала. Вот. А тут я думаю, ну, ничего. И вот ходила, но тут я увидела отзыв у Даши Феевой. Она рассказывала о том, что открыла для себя Нарцисса Родригес, что боялась этого мускуса, но оказалось, он прекрасен. И я такая думаю, ну окей, Даша Феева, пойду я, значит, к Нарциссе Родригесу. И я нанесла на себя вот этот кирпичик и розовый кирпичик в парфюмерной воде. И пошла. И за мной пошел потрясающий, красивый цветочный шлейф. Я помню, мы дошли до ресторана, и я сижу и понимаю, что я вот просто сейчас, это было в торговом центре, я думаю, вот я прямо сейчас побегу покупать. Остановило меня только то, что я не могла выбрать, розовый или черный кирпичик. Мой муж сказал мне, что розовый, он ему немножечко какой-то ретро. Если честно, я бы даже, наверное, не прислушалась к нему, да, потому что меня ретро вообще не пугает. Но я тогда хотела купить какой-то какой-то вот единственный на тот момент, потому что до этого бренд для меня вообще ничего не значил, а тут прям два сразу же. Я такая, нет, надо выбрать. И просто вот думаю, ну окей, раз ему не нравится, я тогда возьму вот этот. Этот ему понравился намного больше. Все, значит, я побежала, купила. И это потрясающе. Это такой красивый флёр де оранж. Нет ноты миндаля, но для меня тут есть что-то такое зеленое, но не про свежесть, а вот какой-то как будто зеленый миндаль. Какая-то есть горчинка еще в аромате. Этот потрясающий мускус в средних нотах, который я не слышу как мускус, да, вот те, которым я прям сразу понимаю, что это мускус, да, в кирке там, например, в еще каких-то восточных ароматах, в маск, роуз маск, даже Crystal Flowers от Монталь. Ничего я такого здесь не слышала. Для меня этот мускус придает аромату летучесть, такое делает его как кокон, воздушный, обволакивающий. То есть вот что для меня делает мускус Нарцисса Родригес. В общем, я просто счастлива. Даша, вдруг ты меня смотришь, спасибо тебе большое. На самом деле я могла бы сюда уже все Нарцисса Родригесы поставить, потому что потом я стала его исследовать, я стала покупать. У меня есть такая довольно-таки значительная коллекция Нарцисса Родригесов, как и Шанель, как и Герлен. Диоров у меня меньше. И сразу расскажу, вот этот аромат, вот этот вот тоже Нарцисса, черный кубик, это 100% покупка под влиянием YouTube. И я думаю, что вы знаете даже блогера, это, конечно, Лейла. Я ее, честно скажу, я ее не очень много смотрела, потому что она очень много рассказывала про люкс, а я как раз-таки как-то его не особо, да, до своего блогерства, не особо его изучала, исследовала. Поэтому мне ее видео обычно мимо проходили, но я запомнила, насколько она восхищалась этим ароматом. Но когда я была в Питере, я даже не могла найти его попробовать, я даже не могла найти его купить вслепую. Вот просто не было. Может, где-то у перекупщиков там надо было искать, не знаю. Я, короче, его не нашла. И как-то вот, ладно, окей, думаю, мне еще есть что покупать. То, что есть в наличии, то, что хочется. Но когда я приехала сюда, в Испанию, буквально нашла здесь в El Corte Inglés 2 флакона. И один себе решила купить. Знаете, я не могу сказать, что я от этого аромата в таком же восторге. Ну вот нет. Это роза, это дерево. Это мускус, но не такой, допустим, как вот в кирпичике, да, тут немножко другой мускус.
Что-то есть для меня, вот в этом аромате для меня есть что-то ретро. Какая-то вот древесность в нем. Вот обычно про ретро говорят, это пудра, да, например, или какой-нибудь иланг. Здесь мне вот как будто какое-то дерево старое, какая-то шкатулка такая уже пожившая, какая-то роза не молодая, не свежая, может быть, она уже, это лепестки засушенной розы. Ну, вот, в общем, аромат для меня просто он не про чистоту, не про свежесть, и вроде тут и косметичности я особо не слышу. Да, он запудривается немножко, но не как косметическая пудра, а вот именно структура аромата. В общем, я, конечно, его не собираюсь ни отдавать, ни продавать, я его иногда ношу, но вот с моим характером он как-то не сходится. Вот, скорее всего, так. Возможно, мозг объясняет что-то там мне про ретро, он должен же как-то обосновать. Потому что аромат сам по себе приятный. Вот, наверное, как раз-таки на девушке такой, как Лейла, или вот похожего типажа, характера, склада, ума, вот, возможно, даже ума, видите, какой аромат. Вот, возможно, да. Но как будто бы мы с ним немножечко идем, так сказать, в разные стороны. Возможно, это вот чисто вечерний вариант. Да, может быть так. Может быть, его стоит на какие-то вот случаи надевать. Я его не представляю на каждый день. Или даже вот просто пойти на прогулку. Он как будто бы требует от меня какого-то дресс-кода, какого-то настроения, какого-то, даже я говорю, склада характера другого. Он очень женственный, просто супер женственный. В нем нет никакой ни дерзости, в нем нет никакого риска, вызова. Он, в то же время он не мягкий. Я, наверное, даже вот его понять до конца не могу, поэтому мне сложно, я его все время на себе слышу, все время. Он стойкий и громкий, конечно, но я вот именно его слышу, как будто бы это не мой аромат. Но вдруг когда-нибудь мы с ним сойдемся, да, поэтому не собираюсь никуда его пристраивать, тем более он снят с производства, пусть стоит. Так, следующий аромат – это агент-провокатор Miss AP. Это тоже, я его помню, заказывала давно на Натино, и вот тут тоже 100% чисто влияние YouTube. Я не знала этот аромат, я его никогда не тестила, но он похож на другой, снятый с производства, тоже агент-провокатор. Я не помню его название. Ну, в общем, и вот его просто так все нахваливали, а потом нахваливали этот как его замену. И мне было так интересно. Я не скажу, что я вот сейчас прям фанат розы. Вот сейчас нет, но тогда мне роза очень нравилась. И поэтому мне хотелось иметь в коллекции вот такой вот розный аромат. Здесь, конечно же, в первую очередь роза. Потом тут есть такие кожаные оттенки, не заявленные, но я это слышу. Здесь есть герань, которую я не любила раньше, но вот сейчас она мне нравится. Почему-то у меня какой-то она придает лекарственный оттенок аромату. У меня какая-то ассоциация такая с геранью. И есть в аромате медовость, тягучесть, амбровость. Вообще, я когда его заказала, он пришел, он мне понравился, но я не могла его носить, и поэтому немного разочаровалась. То есть я вот его потестила, поняла, классный аромат, тем более он тогда стоил вообще недорого, я не знаю, он стоил, до 2000 точно, не дороже. И я тогда подумала, что вот в жизни про этот аромат не подумаешь, что он бюджетный, что что-то там, какие-то ингредиенты или звучание, чтобы он настоялся, ничего подобного. Потрясающий аромат. В сторону ниши, даже не в сторону люкса. Женственный, такой плотный, тягучий, стойкий, шлейфовый, но в меру, да, не душит, ничего такого. Но не могла носить. А вот сейчас
он вполне себе со мной гармонирует. Вот бывает такое с ароматами, что стоит, а потом раз, и вот прям зайдет. Мне очень нравится вот эта вот нотка амбровая, тягучая. Роза здесь, да, она ощущается. Она здесь в главных ролях. Но вот герань, да, она придает такой зеленый и для меня немного лекарственный оттенок. Кстати, вот вернусь ненадолго к этому аромату нарцисса черный кубик. Все-таки вот он очень необычный, да, опять же тоже про розу, но есть тут какая-то необычная нотка. Вообще не могу ее описать, да, ни цветок, ни дерево, ни ваниль, может быть мускус. Какая-то в нем есть свежесть и холодность. Вот что меня в нем отталкивает, холодность, прям такая пронзительная, вот что в нем есть. Но это не про какую-то освежающую ноту, да, или цитрусовую, нет. Вот прям холодная нота. Я бы даже сказала, что это какая-то современная альдегидная нота, там никаких альдегидов не заявлено. Ладно, двинемся дальше. Баккара Руж 540. Я думаю, тут вы понимаете. Я столько слышала вот этих ароматов, что это потрясающе, это сахарные петушки, клубника, боже мой, ой-ой-ой. А я никак не могла это все там найти. Мне это был йод и бинты. Прям громко и удушающе. Кстати, есть версия, что потом стали Баккару Руж делать немножечко потише, посглаженнее, чтобы для вот больших случаев можно было ее надеть, чтобы, не знаю, покупали, чтобы брызгали на себя больше и покупали чаще. Не знаю, может быть, потому что я помню первое свое знакомство, я просто ехала домой и думала, быстрее это смыть я не могу. Мало того, что мне бинты и йод, так еще и громко удушающе. Но я вот слушала всех, вот, практически все об этом аромате рассказывали, да, об аналогах, о самой Баккаре Руж. И все равно я к ней подходила. Господи, ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот я ежик. Я продолжала, значит, его брызгать на себя. Еще искала этот тестер, его же не найти. Вот просто в магазинах нет его. Подходишь, а там всегда пусто. Я помню, мне продавщица, так как-то она долго оценивала вообще мои возможности, да, по жизни. Но все-таки решила, что я достойна одного маленького пшика на запястье, и достала из-под полы, это было в Золотом Яблоке. И в итоге мне попался в аромабоксе этот аромат, и я его стала носить. Страдать, носить, но в итоге, может, рецепторы забились, я не знаю. Но и меня он перестал душить, первое. Второе, я стала слышать там еловую холодную базу. К сожалению, петушков и клубники я так и не услышала явно. Потом я уже стала слышать там что-то, да, такое сладкое. А потом мы с Ульяшкой снимали видео, и я пробовала ингредиенты, да, и пыталась угадать, вот прям ингредиенты, такая игра у нас была вслепую. И я попробовала шафран, вот прям в чистом виде. И это старт Баккары Руж. Все, у меня ушла ассоциация с бинтами йодом, и я поняла, что это шафран. Все, я приняла Баккару Руж, но до этого, еще до нашего вот этого затеста слепого, я купила себе вот эту дымку для волос. Тут, все равно, тут, конечно, не такой шафран, но узнается. Я не чувствовала здесь бинты и йод. Баккара узнается, но намного мягче, не так громко. В общем, я купила себе сначала вот это. Мне очень понравилось. Прям я поняла, что мне вообще мисты нравятся для волос. Потом, значит, я купила себе еще вот эту вот маленькую версию. Потому что я, правда, не очень часто ношу. Вот дымку для волос частенько. А вот это нет. Кстати, я не понимаю, может, у меня уже он выпаривается. Надо бы его носить. Потом, значит, я еще заказала себе в Рандеву Travel версию.
не Travel, а вот этот их от Levant экстракта. В общем, теперь у меня есть все вот это вот, вся баккара во всех видах. Но это прям вот 100% влияние YouTube. Я бы, если бы не смотрела блогеров, я бы просто вот подошла, брызнула бы, ушла и забыла бы об этом, да. А вот это вот напоминание частое, оно не давало мне покоя. Энкре Нуар. Опять же, друзья, если я рассказываю про аромат, это не значит, что я все их купила именно вслепую, только под влиянием. Как вот с баккарой я ее тестила, но вот влияние заключалось в том, что я не могла оставить, да, забыть об этом аромате. И вот этот вот, в принципе, также, да, я когда-то очень давно его, помню, где-то брызнула один раз, еще в Питере, когда жила, и все. Но потом я очень-очень часто об этом аромате слышала от блогеров, что это потрясающий ветивер, это самый красивый ветивер в парфюмерии. И это настолько дорого, красиво звучит, что да, для самой цены это просто невероятно. Вот купить такой объем аромата недорого, но при этом настолько качественный. И при этом настолько качественный ветивер. И вот если вы вообще хотите понять, как звучит ветивер, просто возьмите Энкре Нуар. Энкре Нуар от Лалик. От Лалик, я, по-моему, не сказала. Но для меня это аромат леса после дождя. Вот ты гуляешь в лесу, и вот эта прелая земля, свежесть в воздухе, ну почему-то мне видится осень. Это аромат ветивера. Ветивера и можжевельник тут, по-моему. Ну, то есть такой какой-то еловый аромат, холодный. Мне он нравится именно вот своим настроением. Не часто этот аромат ношу, потому что, да, не мое настроение. Еще у меня холодная кожа, мне всегда хочется чего-то сладкого, теплого. Но когда мне нужно, у меня есть Энкре Нуар. Я, конечно же, тестила много раз этот аромат на блотере. Но знаете, когда ты его тестишь в каком-нибудь Рив-Гоше, где куча там ароматов других, ну неважно, я Рив-Гоше привела для примера, его практически не ощущаешь на блотере. Ну что-то такое невнятное, что-то какое-то цветочное, не цветочное, мускусное, не понимаешь. В общем, я слушала эти хвалебные отзывы, опять же, да, и не понимала, вот, ну ничего на блотере нет. А этот аромат часто заявляли в комплиментарных, в очень женственных. В общем, я просто взяла и купила, ну он стоит недорого, особенно 30 миллилитров. И да, аромат, вот только тогда я поняла его прелесть. Тут огромная пирамида, но я не буду ее, конечно, перечислять. Тут цветочный блок, он довольно абстрактный. Тут холодные цветы, тут есть такое вот ощущение свежести в этом аромате, как будто весеннего воздуха. Тут есть мускус, да, но он для меня как будто бы структура хлопка у аромата. Вообще как будто бы вот я его чувствую на себе, как будто бы я на хлопковую одежду, на чистую нанесла этот аромат, и вот он немножечко за счет этого такой шершавый и немножечко теплый. Мне это нравится. У меня холодная кожа, мне очень трудно переносить вот такие холодные, отстраненные ароматы. Даже вот в этом кубике, как я говорю, мне не нравится, что он для меня довольно отстраненный, холодный. Хотя тут вроде и роза есть, и дерево, такие теплые ноты, но вот какая-то пронзительная холодная нота есть. Так, ну давайте про этот вообще хотела последним, потому что это последняя моя покупка. На этот аромат очень мало отзывов, но мне захотелось его. Я нашла его, да, тут в Испании, не помню, уже как-то лазила по каким-то сайтам, что-то искала, и вдруг нашла этот аромат, что он чем-то похож на Putén de Palaces. И стала искать отзывы о нем, их мало. И тут наткнулась, я уже не помню у кого. В общем, я помню, что про него рассказывали. Я даже не помню, я смотрела на испанском и на русском, потому что отзывов настолько мало, что я смотрела вообще все, что есть. И я помню, что рассказывал блогер или блогерша, я не помню, что здесь
прям как будто такие фиалковые леденцы, что тут очень хорошо слышна фиалка, фиалковая пудра. Но почему-то я ее вот так явно не ощущаю, тем более как леденцы. Тут есть пересечение с Putin de Palaces, при этом у них разные пирамиды. Здесь роза, есть герань, не помню, по-моему, здесь ирис даже, а не фиалка. Но скорее это фиалка. Ириса я тоже здесь особо не чувствую. В аромате есть теплота, в нем есть как будто бы какие-то специи. Вот в Putin de Palaces имбирь, тут тоже как будто что-то такое же, но ничего не заявлено в пирамиде. Я чувствую здесь либо замшу, скорее всего, да, замшу такую теплую. В общем, есть пересечение с Putin de Palaces, но не на 100%. Что меня удивило, я когда его нанесла, мне казалось, он очень деликатный. Но я провела такой эксперимент, нанесла на ватку Putin de Palaces, на ватный диск его, положила его в шкаф свой парфюмерный, открываю, и пахнет только им. То есть он довольно-таки стойкий и довольно-таки громкий, как оказалось. Но в нем есть такая особенность, что он вроде так шлифит, а потом раз и затихнет, и как будто бы его уже нет на тебе. А потом как-то так рукой взмахнешь, и опять он появляется. В общем, будем считать, что это пудрово-фиалковый аромат с замшевыми оттенками. И немножечко такой специи и пряности тут. Вот мне очень сложно его до сих пор описать. Не разгадала, сложный аромат. Так, и последний. Serge Lutens. Я тестила очень много ароматов в сэмплах, но почему-то никогда не хотела купить себе целый флакон. Я не знаю почему. Нет, надо рассказ не с этого начать. Я тестила много Serge Lutens'ов. Как-то даже я думала, надо купить флакон для коллекции, вот хоть какой-нибудь. Все перетестила, не пришла ни к какому выводу, ничего меня даже не оттолкнуло в этих ароматах. Но при этом ничего так меня не впечатлило, чтобы купить флакон. Кроме, наверное, Un Bois Vanille. Я, опять же, все равно очень долго думала, надо мне это или нет. Я здесь чувствую вначале такую ноту воска, пчелиного воска, или даже, может быть, и ноту парафина. Да, правда, есть. Я не чувствую тут ни заявленного кокоса никакого. Мне очень нравится в этом аромате ваниль. Тут потрясающе красивая ваниль. Но она не громкая, она не кондитерская, и за счет вот этой ноты воска она вообще абсолютно не гурманская и не про еду. И тут, знаете, все, наверное, у многих Serge Lutens'ов все оттенками. То есть это такой импрессионизм, да, это аромат импрессионизм. Тут нет четких граней. Тут правда впечатление парфюмера о ванили, да, вот он такой, вот так вот я себе представляю ванильный лес. Вот именно вот так. То есть это такая фантазийная, абстрактная работа про впечатление конкретного человека. И я так понимаю, что если людям нравится творчество Serge Lutens'а, то им просто нравятся все ароматы. Я общалась с парфюмером, с девочкой, и она вообще сказала, что вот из всей парфюмерии она выделяет именно Serge Lutens. Я, честно скажу, да, я наверное, просто не фанат, да, я не фанат творчества, поэтому у меня всего один флакон, и я прям именно с какой-то больше утилитарной точки зрения относилась, и поэтому мне больше ничего не захотелось. Ваниль, да, ваниль люблю, практикую, использую, но вот других ароматов как-то пока, по крайней мере, мне не хочется. Я знаю, что много хороших. Вообще на каждый день, кстати, он не очень громкий, не душит, не шлейфовый такой, знаете, который бы всю комнату заполнил. Нет, то есть хороший такой аромат. Можно на каждый день, но при этом он все-таки необычный. Чувствуется, что это нишевый аромат. Из креативного класса, так сказать, к нам пришел. Но вот, наверное, просто какие-то и
индивидуальные, так сказать, характеристики меня не привлекли. Больше мне ничего не хочется, но, да, почему я все-таки вообще купила, да, вот у меня такое отношение довольно спокойное к Серж Лютансу, потому что очень много людей восхищаются, очень много людей прям коллекционируют, советуют, рекомендуют. И я подумала, ладно, окей, Вик, ну ты сносила сэмплы, но может быть ты все еще не поняла, может быть надо купить флакон, чтобы прям вот прочувствовать, погрузиться, и, возможно, тогда я разгадаю, да, творчество Серж Лютанс. Ну нет. Ароматы все хорошие, вот прям все хорошие. Я пробовала, нет такого аромата, который я бы сказала, что я не могу носить. Ну вот я познакомилась, понравилось, ну вот и спасибо. Вот как-то так. Не знаю. Может, вот когда флакон уже начнет заканчиваться, я вот прям, так сказать, осознаюсь. Пока не осозналась. Посмотрим. Все, последний аромат на сегодня. Это Adar Collection Fleur de Santal. Я, опять же, да, это вслепую. Когда он вышел, я видела столько на него отзывов, и мне так хотелось этот аромат. И тут говорили, что он чем-то к базе напоминает Маск Кашмир. Но в то же время там такая необычная пирамида, там и молоко, там и ирис, и тут есть перец в верхних нотах. В общем, спасибо всем, кто снимал про этот аромат обзоры. Это правда необычно, это правда очень красиво, это ни на что не похоже. Что-то есть к базе, напоминающее Маск Кашмир, но не на 100%, и вот прям надо выискивать. Это больше, тут больше свежести, я чувствую какие-то нероли, кремовость в аромате, молока я не чувствую. В нем есть и свежесть, и сладость в этом аромате. Сандал я, кстати, стала чувствовать только в сухом воздухе. У нас вот мы вернулись в эту квартиру, у нас очень влажность высокая. Я опять не чувствую тут никакого сандала. А вот там почему-то ощущала. Та квартира около моря, но там как-то, видимо, дом построен по-другому. Там сплит-система в квартире очень хорошо кондиционируется, даже подсушивает воздух. В общем, там я начала ощущать это. Я вообще думала, что у меня даже не соберется. Мне всегда было интересно посмотреть других. Я думала, ну, мне нечего рассказать. Я такой человек, который вот покупает то, что только хочет. На меня не повлияйте. Но когда я заглянула в свой шкаф, я поняла, что да нет. Некоторые ароматы я даже могу поименно назвать тех блогеров, которые меня подбили на покупку, за что им большое спасибо. Практически ни в чем я не разочарована, да, кроме вот этого кубика. Но опять же, я всегда радуюсь, когда у меня есть что-то снятое с производства. Вот прям добавляет аромату ценности. И, возможно, когда-нибудь я его и пойму, как вот этот вот агент-провокатор. Да? Вот прям я настолько от него сейчас кайфую. Я не просто восхищаюсь, что это красивый аромат, так вот, когда он ко мне пришел, так было, а я прям просто получаю удовольствие, вдыхая этот аромат. Вот просто даже могу в комнате брызнуть, когда на мне уже какой-то другой, чтобы его ощутить. Ну, такая там вот красивая, томная, амброво-медовая роза, немножечко с колючей геранью. Да, мне герань немножечко, она дискомфорт обычно в ароматах придает, но здесь она как-то объем ему, объем дает. Без нее, ну, было бы уже не то. Вот это я понимаю. Все, спасибо, что были со мной. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, написать мне комментарии, пишите, что хотите. Главное, проявляйте уважение ко мне, к себе и к остальным зрителям канала. Все, друзья, обязательно будьте счастливы. Я всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Thank you.